И испокон веков баня для русского человека является не только местом, где он может помыться. Это целый ритуал, который можно приравнять как к обряду очищения тела, так и души. Давайте сегодня поговорим о пользе, вреде и влиянии на организм человека бань и саун. Здравствуйте, мои хорошие! Всем известна пословица «который день паришься, в тот день не старишься». Довольно тонко подмечает всю суть банного дела. Первые примитивные бани появились еще в палеолите и представляли собой шалаш с грудой горячих камней в центре, образующих пар. Египтяне уже около 6000 лет тому назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями. Египетские жрецы в течение суток обмывались 4 раза, 2 раза днем и 2 раза ночью. У древних греков бани также заняли особое место в культуре. Александр Македонский после походов на Египет требовал строить банные сооружения, подобные египетским. Бани здесь строили в виде круглых небольших зданий, в которых открытый очаг располагался посередине комнаты. А большие камни, уложенные в нем, могли долго обогревать все помещение парной. Такое отношение к баням переняли и римляне. У них бани-термы приобрели статус культовых мест. Сердцем римских терм были кальдарии, жарко натопленные комнаты. Самой роскошной и большой из римских терм была баня, найденная при раскопках в городе Каракаллы. Она раскинулась на площади в 11 гектар и могла вместить в себя около 1600 посетителей. Баня для римлян была культурным центром города. Своеобразная японская баня, которая очень отличалась и отличается от других бань. В Японии не пользовались мылом, так как оно изготавливалось из жира животных. Поэтому мылись японцы очень горячей водой. Были и запреты в японских банях. При кожных заболеваниях, психических отклонениях посещать баню было запрещено. Кроме этого, в японской бане не пили, не ели, соблюдали тишину, не занимались сексом и не справляли малую нужду. А вот в средневековой Европе церковь считала баню греховным заведением, потому что общественные бани были обычным местом любовных свиданий. Воздействие воды на тело считали прямым вредом для организма. На чистоту смотрели с отвращением. Вши считались признаком святости, их величали божьими жемчужинами. Страшно представить, но дамы мылись 2-3 раза в год. Неспроста чума выкосила половину Старого Света. Эпидемии холеры, сифилиса, оспы были обычным делом. Но даже после признания бани в Европе ее долго считали местом порочных наслаждений. История русской бани, по данным археологов, насчитывает 1500 лет. Первые русские бани были небольшими строениями из бревен и топились по-черному. То есть у печей не было труб. Все тепло внутри помещения создавали большие каменные печи, которые при нагреве очень долго сохраняли тепло. Впоследствии, конечно, появились уже бани по-белому, на печь стали устанавливать дымовую трубу. Это аналог того, что мы имеем сейчас. Уже в V веке восточные славяне, как богатые и знатные, так и простолюдины, пользовались парными. Парную на Руси называли истопкой, мыльней или мовней, а также влазней. Помимо своего чисто функционального значения, баня играла большую роль в различных обрядах. Например, баня считалась необходимой накануне венчания и на другой день свадьбы. Причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом. О русских банях писали многие иностранные путешественники. Алиарий, немецкий ученый, живший в 17 веке, совершивший путешествие в Московию и Персию, писал: «Люди заходят в нагретую комнату, где на камни льют воду, и парятся до изнеможения. После этого они выбегают на улицу и окатывают себя холодной водой или катаются в снегу, чтобы потом снова вернуться в парную». Разгоряченная кожа, красные тела и веселые крики сопровождают этот процесс. И самое непостижимое, что все это им нравится. О лечебных свойствах русской парной много писал личный лекарь императрицы Елизаветы Петровны, португалец Санчес. Он отмечал, что русская баня может заменить собой почти все лекарства. Когда португалец уехал из России, он способствовал возведению русских парных в нескольких городах Европы. Огромное значение придавали бане многие русские правители. Петр I очень весомо оценивал вклад жаркой бани для закалки солдатского организма и поднятия общего боевого духа России. Борис Годунов, Екатерина Великая и многие другие известные личности преподносили баню как неотъемлемую часть русской жизни. Домашние бани топились всего 1 раз в неделю по субботам. А потому субботы считались банными днями, и по ним не работали даже присутственные места. Обыкновенно в домашних банях мылись целые семьи, одновременно мужчины и женщины парились вместе.
Впрочем, и в общественных банях люди всякого возраста и пола также парились и мылись вместе. Правда, женщины на одной стороне, мужчины на другой. Как написано в одном древнем трактате, 10 преимуществ дает омовение. Ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин. Несмотря на то, что в мире насчитывается огромное количество различных бань, основные виды саун можно отнести к двум типам – сухие и влажные. Сухая сауна, или по-другому финская, имеет низкую влажность воздуха, порядка 10-15%, и характеризуется высокой температурой, достигающей 140 градусов по Цельсию. Влажная сауна, к которой можно отнести и русскую баню, отличается умеренным показателем влажности и невысокой температурой нагрева – до 120 градусов. Все знают, что баня – не только приятное времяпровождение в семейном кругу или дружеской компании, но и прекрасное средство лечения и профилактики множества заболеваний. Баня воздействует на все системы и органы организма. Она великолепно очищает, омолаживает кожу. В парной поры открываются, кожа очищается от шлаков, токсинов, грязи, слоя ороговевших клеток, и при регулярных посещениях кожа станет здоровой и упругой. Кроме того, банный жир убивает любые микроорганизмы на теле человека. Температура кожи в парной повышается на 10 градусов, а внутренних органов на 3. Большинство бактерий и вирусов гибнет при такой температуре, а поврежденные клетки восстанавливаются быстрее, благодаря ускорению метаболизма. Возрастает количество лимфоцитов, увеличивается выработка интерферона, противовирусного белка. Высокая температура избирательно действует на злокачественные клетки, замедляя их рост. Активизируется работа и улучшается состояние вегетативной и центральной нервной системы. Улучшается кровообращение, нормализуются обменные процессы, в частности водно-солевой обмен, расслабляются мышцы и сухожилия. Баня стимулирует всю сердечно-сосудистую систему, пульс в парилке достигает 150 ударов в минуту. Следовательно, циркуляция крови усиливается, артериальное же давление при этом не растет, так как жар расширяет даже мельчайшие кожные сосуды, что уменьшает сопротивление кровотоку. Капилляры расширяются, что улучшает питание кожи. Повышенное потоотделение в парной вызывает резкое снижение нагрузки на почки. Этот эффект продолжается до 6 часов после похода в баню. Дыхательная система в парной начинает работать очень интенсивно, обогащая кровь кислородом, а его приток увеличивает уровень эндорфинов, гормонов радости. А русская баня улучшает бронхиальный дренаж и бронхиальную проходимость, что полезно при хронической пневмонии и хроническом бронхите. Чтобы избавиться от суставных болей и радикулита, рекомендуется париться в бане, но не просто так. Наибольший эффект дает массаж веником соответствующих точек. Березовый веник хорошо очищает кожу, расширяет бронхи, улучшает работу органов дыхания. Дубовый веник препятствует повышению артериального давления. Липовый снимает головную боль, полезен при простуде. Для кожи хороши вишневые и смородиновые веники. Пихтовый веник усиливает кровообращение, способствует хорошему сну. Рябиновый бодрит перед началом тяжелой работы. А польза бани для здоровья мужчин, имеющих различные заболевания мочеполовой системы, несомненна. Использование специальных веников из крапивы, прогретых в достаточно влажном и горячем воздухе русской бани, позволяет простимулировать нервные волокна и корешки, иннервирующие таз и паховую область. Особенно полезно парение такими вениками тем, кто страдает от преждевременной эякуляции. Правильное чередование парения и охлаждения позволяет предотвратить раннее развитие половой дисфункции. Как же правильно посещать баню? Первым непременным и наиболее общим правилом является требование не посещать баню на полный или голодный желудок. Баня и без того является нагрузкой для организма. Ни в коем случае нельзя посещать баню после употребления алкогольных напитков. Нельзя париться незадолго до сна и при сильном утомлении. Лучше всего принимать баню утром в 9-10 часов. Перед заходом в парилку слегка ополоснитесь под душем. В парилку нужно обязательно заходить с покрытой головой. В бане дышите глубоко. Это поможет сделать уборку в легких, вытолкнуть частички пыли. Не следует сразу подниматься на верхний полог. Посидите или полежите внизу 3-4 минуты до появления первого пота. Затем охладитесь в предбаннике 3-4 минуты и только после этого начинайте париться с помощью веника. Такая смена температуры и времени выдержки необходима для тренировки системы терморегуляции и подготовки организма к высоким и низким температурам. Обычно в парилку заходят 2-3 раза и находятся там около 10 минут. Между заходами отдых 3-5 минут.
Желательно в бане пить побольше жидкости, воды или таких напитков, как квас или сок. После повторного пребывания в парилке можно окунуться в бассейн с холодной водой и даже поваляться в снегу. В качестве ароматизирующих банный воздух и полезных для здоровья снадобий любители бани нередко используют настои или отвары чабреца, мяты, цветов липы, душицы, зверобоя, ромашки, а также хлебный квас. Их льют на горячие камни. А при выходе из бани выпейте чашку теплого зеленого чая или чая из сбора трав, компот из сухофруктов, отвар шиповника. Эти нехитрые правила посещения бани позволят получить от нее максимальное наслаждение и пользу. И в конце несколько слов о вреде бань или кому баня противопоказана. Не рекомендуется посещать процедуры людям старше 60 лет, а также тем, кто страдает от повышенного давления, без органических изменений сердца. Также нужно быть осторожнее тем, кто страдает болезнями почек, хроническими недугами с частым рецидивом. Беременным женщинам не рекомендуются любые виды перегревания, будь то сауна, парная, горячая ванна или пребывание на пляже в жаркую погоду. При повышении температуры тела матери повышается и температура тела плода, что нарушает обменные процессы и воздействует на его центральную нервную систему так же, как и высокая температура при инфекционных заболеваниях. А вот перечень категорических противопоказаний. Острые заболевания, сопровождающиеся повышенной температурой, обострение хронических болезней, высокие стадии артериальной гипертензии с органическими изменениями сердца и внутренних органов, наличие атеросклероза с имеющимися повреждениями соматических органов, активный туберкулез, инфекционные и контагиозные заболевания, сахарный диабет в лабильной форме, хронические заболевания почек в стадии обострения. Польза и вред бани для здоровья зависит от того, как ей пользоваться. Если придерживаться вышеописанных простых правил, то регулярные походы в баню способны творить чудеса. Ведите здоровый образ жизни, не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!